Сразу признаюсь, сегодня у нас была запланирована для обсуждения совершенно другая тема, но я просто не мог пройти мимо новой статьи автора «Живого журнала» Алексея Насеткина, поклонником которого, к слову, я являюсь очень давно. Посвящена данная статья медицинским псевдонаукам, альтернативным лжеучениям, ошибочно причисляемым к медицинским. Здравствуйте, мои хорошие! Итак, 5 медицинских псевдонаук, к помощи которых вы зачем-то прибегаете. Гомеопатия. Не опять основа. Как ни крути, элементарная физика и элементарная химия напрочь разбивают теорию приверженцев гомеопатии о молекулярном уровне лечения подобного подобным. Даже если взять стерильную дистиллированную воду, а учитывая, что повсеместно мы используем вовсе не стерильную, а более-менее обыкновенную, то получается, что какое-либо лечебное вещество, разведенное в степени 12С и дальше, автоматически смешивается с миллионами других посторонних примесей, образуя в итоге ту же самую воду. Проще говоря, никакое снадобье в такой низкой концентрации и в такой веселой компании не подействует. А все эффекты, которые как бы ощущают на себе пациенты, можно смело отнести к эффекту плацебо. А разумеется, гомеопатия идет полностью вразрез с доказательной медициной. Она не признана Всемирной организацией здравоохранения, упоминание о каких-либо протоколах клинических исследований на эту тему не встречается в PubMed и прочих медицинских гуглах. А комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук в 2017 году даже выпустила меморандум, признающий ее верно лженаукой. Остеопатия. Обращаем внимание на игру ударений и не путаем, ибо в международной классификации болезней присутствует группа патологических состояний под названием остеопатия, а вот остеопатия как науки вы в обычных классификаторах не найдете. Суть этой альтернативной философской доктрины заключается в том, что любое, или почти любое заболевание – лишь следствие дисфункции элементов костной системы с дальнейшими патологическими триггерами на внутренние органы. Остеопатическая дисфункция. При этом с обычной патофизиологией данная схема никак не вяжется. Скажите, каким образом, например, патология в области левого лучезапястного сустава может провоцировать глаукому, кардиомиопатию или острый панкреатит? Зато сам лечебный процесс у остеопатов выглядит зрелищно и даже театрально, что автоматически раскрывает у доверчивых пациентов рот и кошелек. И да, поищите как-нибудь в вашей поликлинике кабинет остеопата. Биоэнергетическая медицина. Это, товарищи, полноценный паноптикум, где во всей красе представлены многочисленные эзотерические и иные мракобесные практики, столь полюбившиеся дорогим россиянам, а между прочим считающим себя христианами, с момента открытия железного занавеса и прочно укоренившиеся в любительском терапевтическом арсенале по сию пору. Основано упомянутое шарлатанство на так называемой теории биополя и включает в себя целую армию разделов: космоэнергетика, диагностика кармы, энергия пирамид, наложение рук, вибрационная медицина, ци-терапия, рейки, тантра, терапия полярности и прочие антинаучные ужасы. Стоит ли говорить, что любой из данных методов лечения не имеет никаких достоверных данных об эффективности? Просто потому, что никак нельзя оценить, измерить и проанализировать то, чего не существует. Голодание. А это наша любимая рубрика о столь почитаемой многими соотечественниками чистке организма и всевозможных страшных и опасных шлаков и токсинов. Согласно данной антинаучной теории, достаточно просто на какое-то время отказаться от любой пищи, и вскоре чудесным, ведь чудо же голодания, образом очистятся и кишечник, и кровь, и даже печень,
и даже мозг. При этом самолечащиеся пациенты нередко щедро дополняют голодание другими экзекуциями: гидроколонотерапией, форсированным промыванием желудочно-кишечного тракта, использованием больших количеств растительного масла, опять для бедной печени, герудотерапией, разнообразными дыхательными методиками, самоотверженной борьбой с отложением солей и холестерином и даже уринотерапией, убивая остатки хлипкого здоровья. Кстати, уринотерапия – это лекарство всегда с вами, при этом оно еще и бесплатно. А сколько всевозможных методов – обертывания, компрессы, обмывания, клизмирования, ну и, наконец, заглатывания пороз через рот. Если же серьезно, то использование собственной, ну или чьей-то другой мочи в качестве лечебного средства не только абсолютно бесполезно, но и опасно. Так, в моче, особенно если она концентрированная, содержится приличное количество отработанных метаболитов и прочих, теперь уже чужеродных компонентов, а, соответственно, подобные экзерсисы способны серьезно повлиять на гомеостаз, заодно разбудив всякую притихшую хронь. Заметьте, я упомянул лишь 5 распространенных учений навскидку, но ведь их великое множество. И наиболее опасно во всей этой истории то, что прибегают к ним, в том числе действительно тяжело больные люди, не дополняя традиционную терапию, а вместо, тем самым упуская драгоценное время и резко снижая шансы на выздоровление, а по сути добровольно загоняя себя в гроб. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и блог в живом журнале Алексея Насеткина, ссылку на который вы сможете найти в описании к этому видео. И, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!